Я сейчас скажу одну вещь, которую редко говорят вслух, особенно на камеру. Иногда внешне все выглядит нормально, а внутри появляется ощущение, что ты живешь не совсем свою жизнь. Не плохую, не несчастную, просто не до конца свою. У меня был именно такой период несколько лет назад, когда я много знала, многое умела, достигла поставленных целей, но внутри чаще появлялся вопрос: это точно все? Это был не кризис. Это был момент, когда старая версия меня уже завершилась, а новая созрела и больше не соглашалась оставаться в тени. Самое сложное даже не понять, что очередной этап завершился, а признать, что старые ответы больше не работают. Ты продолжаешь делать как надо, как правильно, как вокруг тебя люди считают нужным, но внутри все меньше отклика, меньше радости, и это сложно сразу уловить. Я не искала астрологию, я искала объяснение тому, почему мы можем хотеть перемен и при этом бояться сделать первый шаг в сторону этих изменений. Астрологические знания помогли мне избавиться от иллюзий, это конкретно мой случай, стать честной с самой собой, и вот с этого момента все поменялось. Полностью поменялась моя жизнь, поменялось мое окружение, даже внешне изменилось. Я увидела, как часто мы хотим нового, но держимся за старой реакцией. И тогда жизнь будто не отпускает дальше. Это часто я вижу. И не потому, что нельзя, не потому что нет возможностей, а потому что внутри, в нашем уме, мы еще все там же, еще со старым опытом, со старыми привычками. И важно понимать, что этот опыт, знания, они остаются с нами, они важны. Это часть нас. Но рост начинается там, где мы решаемся открыть дверь новому, даже если тебе страшно. Если ты смотришь это и ловишь себя на мысли: да, у меня так же, значит, ты в переходном этапе, в процессе трансформации. Я начала делиться этим, потому что знаю, что я могу помочь, и я знаю, как одиноко бывает в таком состоянии, в этой точке. Я не хочу учить, я хочу, неважно, просто идти рядом. Мы все ищем похожие вещи: счастье, любовь, ощущение, что живем не зря. И еще, чтобы у наших детей все было хорошо, все сложилось. Ведическая астрология помогает осознать, почему мы иногда хотим изменений, но ходим по кругу. И где именно искать наши еще не раскрытые таланты, наших детей, наших близких. Другими словами, ради чего пришла в это воплощение наша душа? Что ей принесет удовлетворение, что доставит радость и также послужит каким-то образом окружающему мирозданию. Когда появляется это понимание, меняется внутреннее состояние, и вместе с ним и жизнь.